В мире очень много интересных мест, людей, стран. Одним из них является миниатюрное и очень богатое государство, которое не имеет своей валюты и государственного языка. А общая протяженность всех автодорог составляет всего 250 километров. Что это за страна? Смотрите в этом видео. Местные пейзажи настолько красивы, что ежегодно привлекают сюда немало туристов. Жители же этой страны являются наиболее обеспеченными даже по самым высоким меркам. Государство имеет совсем небольшую площадь, так что его можно запросто объехать на машине за пару часов, а добираются сюда исключительно наземным транспортом, так как здесь нет своего аэропорта. Столица состоит всего из 5 улиц, а сама страна относится к карликовым государствам. Ее площадь составляет всего 160 квадратных километров. Здесь практически отсутствует преступность, поэтому жители не ставят заборы вокруг дома, которые, кстати, тоже не запирают перед уходом. Все это звучит как сказка, но что это за страна? Это карликовое государство носит гордое название Лихтенштейн. Он расположился на стыке Австрии и Швейцарии, хотя негласно официальным языком данной страны является немецкий, все же государственного языка Лихтенштейн не имеет. Иногда страну называют княжеством, так как правящим лицом ее является князь. И именно в честь княжеской династии названо само государство. Политическая система Лихтенштейна — конституционная монархия. Главной ценностью граждан этого государства является наслаждение жизнью. Несмотря на то, что уровень благополучия местного населения на втором месте в мире, здесь не принято хвалиться своим состоянием. Однако принято уважать чужой покой и комфорт. Лихтенштейн является горной страной. Альпийские горы занимают почти 3/4 всей территории. Среди них протекают ручьи и реки, на некоторых из которых возведены гидроэлектростанции. Страна также радует местных жителей мягким альпийским климатом, а туристов она привлекает невероятным обилием велосипедных и лыжных трасс, которые пролегают по самым живописным местам долины реки Рейн. Кстати, именно вдоль Рейна проходит граница Лихтенштейна со Швейцарией. Правда, граница его совсем короткая, не больше 25 километров. В ширину же государство и того меньше, всего 8 километров. Столицей Лихтенштейна является город Вадуц, который насчитывает всего 5500 жителей. Всего же в стране проживает около 38 тысяч человек. Чем же они занимаются и почему Лихтенштейн является настолько богатой страной? Все дело в налогах. По условиям законодательства Лихтенштейна иностранные компании платят тут совсем мизерные налоги. Однако, чтобы пройти регистрацию в данной стране и не платить налоги, руководитель предприятия обязан взять себе в долю одного из жителей государства. На данный момент в Лихтенштейне зарегистрировано более 70 тысяч зарубежных предприятий. Выходит, что каждый житель получает прибыль в среднем от 2 компаний сразу. Именно по этой причине граждане этого государства не имеют материальных проблем. Однако так было далеко не всегда. После Первой мировой войны страна находилась в таком упадке, что правители даже продавали произведения искусства, переданные им по наследству. В связи с этим государство вошло в тесное сотрудничество со Швейцарией, и с 1924 года валютой государства стал считаться швейцарский франк.
После принятия особых реформ, позволяющих иностранным компаниям платить максимально низкие налоги, сохраняя при этом собственную конфиденциальность, экономика Лихтенштейна сильно возросла. Доход также идет от туристов, приезжающих сюда на горнолыжный курорт. Горы Лихтенштейна, в высоту достигающие 2600 метров, способны поразить любого своей необычайной зимней красотой. Помимо иностранных гостей и инвесторов, государство имеет свой источник доходов. Одной из главных отраслей экономики является обрабатывающая промышленность. Жители Лихтенштейна занимаются металлообработкой, точным приборостроением, изготовлением оптики, вакуумной техники. Также в стране развито сельское хозяйство, которое в основном состоит из пастбищного скотоводства. Выращиваются здесь зерновые культуры и овощи. Более того, лихтенштейнцы должное место отводят изготовлению высококачественных вин. Здесь развито производство текстиля, керамики и даже лекарственных средств. Государство занимается выпуском почтовых марок, что также приносит немалый доход местному населению. Всего в стране приблизительно 10 заключенных. Соответственно, содержать для них тюремную столовую с персоналом получается дорого, поэтому им и заказывают пищу в ресторане. Так экономнее получается. На всю страну приходится около 100 сотрудников полиции, так как преступности практически нет. Люди могут оставить машину, не заперев ее, не закрыть входную дверь на замок и уйти, например, в магазин за покупками. Они не боятся, что их ограбят, нанесут вред здоровью или, чего хуже, убьют. Что касается армии, то в стране ее вообще нет. Ее дорого содержать, и власти предпочитают перенаправлять эти средства к гражданам своей страны. Именно благосостояние населения здесь в приоритете. Армия была распущена в 1866 году после получения статуса независимого государства. Именно тогда, в последний раз, она и участвовала в войне. Согласно законам данной страны, ее можно арендовать на сутки, внеся в казну $70 тысяч. То есть на целых 24 часа любой человек может стать полноправным руководителем Лихтенштейна. Такой правитель имеет право издавать законы, вводить валюту, переименовывать города и многое другое. Однако спустя 24 часа действие документа, дающего право на почти безграничную власть, истекает, и бывший правитель становится обычным туристом. Но не так уж и просто взять страну в аренду. Если человек хочет это сделать, он должен примерно за год сообщить о своем желании местным властям и предоставить официальный план своих действий. Более того, следует заранее составить все документы, которые будут закреплять все указы и решения суточного князя. Однако сутки монарха состоят не только из государственных дел. В специальных буклетах указано, что монарху будет положено выехать на природу со своими 150 гостями, посетить музеи. Следом предписаны конные прогулки по столице, дегустация наиболее высококачественных вин из погребов самого князя и многое другое. Однако оформить соответствующие документы совсем непросто. Вероятно, это было предусмотрено для того, чтобы никто так и не смог арендовать страну. В итоге данный аттракцион является лишь рекламой для привлечения туристов. Всего хорошего, пока-пока.